Те, у кого есть щебеночная дорожка, и те, кто только думают сделать такие дорожки в саду, оба задаются вопросом, а сложно ли будет за ней ухаживать? Для начала покажу, как чищу такие дорожки я. Вы даже не представляете, сколько нюансов можно назвать, говоря о щебеночной дорожке. Но давайте по порядку. Так как чистить-то? Я перепробовал 4 варианта. Первый. Просто вручную выдергивал сорняки. Но, как вы видите, из этого ничего не получилось. Второй. Тогда взяла маленькую садовую лопатку и с силой вталкивала ее в щебень. Щебень, кстати, у меня фракции 1632. Так я чистила вплоть до этой весны, то есть 8 лет. Ладошка постоянно болела от таких нажатий. Но чистить надо, деваться некуда. Терпела и мечтала о брусчатке. Третий. Этой весной совершенно случайно в руках оказался нож. Вот такой прочный, не кухонный. О чудо! Его гораздо легче втолкнуть в щебень и подцепить корешки. Да и результат стал гораздо лучше. Мне даже понравилось, так как времени уходило на чистку, прополку гораздо меньше. Я на радостях взялась за самую заросшую дорожку. Конечно, чистилось не тяжело, но травы было так много. У меня ушло бы несколько часов. Обязательно используйте такие толстые прорезиненные перчатки, тогда не пораните руки. Вы знаете, что говорят про лень? Лень – это двигатель прогресса. Вот мы и подошли к четвертому пункту. Четвертый. Если травы много, практически проросла вся щебенка, то лучшим помощником будут вилы. Такой вариант подходит для длинной и спутанной корневой системы сорняков. Я так быстро закончила чистить эту дорожку, сама не ожидала. Как правильно создать щебеночную дорожку? Советую под дорожками убирать землю слоем не менее 15 сантиметров, а лучше и больше. Дно дорожки и края до самой травы надо застелить плотным геотекстилем. Обычно это серого цвета геотекстиль, который используется в дорожном строительстве. Можно и другой, более мягкий черный геотекстиль использовать, но через него может начать прорастать, например, пырей. Если бюджет позволяет, то я бы посоветовала по краям еще уложить бордюрную плотную пластиковую ленту, но так, чтобы ее не было видно. Это дополнительно предотвратит распространение травы в щебенку. Засыпьте щебнем и утрамбуйте хотя бы ногами. А что могло пойти не так? Если слой щебня очень маленький, то сорняки будут хорошо укореняться прямо на геотекстиле, потому что под ними сразу земля, влажно. Сорняки будут прорастать со временем через геотекстиль, и последующая чистка, прополка уже не поможет. Обрывая корень, вы стимулируете оставшиеся корешки вновь отрастать, особенно пырей. Главная задача при создании щебеночной дорожки – не позволить сорнякам укорениться. Сорняки будут появляться в любом случае, но вот их количество и жизнестойкость в ваших руках. Проходя мимо единичных сорняков, вы с легкостью их подцепите ножом вместе со слабеньким корешком. И если тонкий слой щебенки все же успел зарасти, то и вилы вам не помогут. Вы просто не сможете ими подцепить корни, а упретесь в геотекстиль. Напоследок хочу озвучить все плюсы и минусы щебеночной дорожки, на мой взгляд. Может, кому-то это пригодится. Денежные затраты, сравнивая с плиткой или брусчаткой, намного дешевле. Трудозатраты на создание, если вы делаете дорожки сами, минимальные. Формы дорожек любые. Удобство ходить на каблуках или босиком неудобно. Чистка щебня в сравнении с плиткой или брусчаткой занимает время. Уборка опавших листьев или снега неудобно. Застой воды на участке весной или в проливные дожди. Дорожка как дренаж. Вода на участке не стоит.